Здравствуйте. Хочу вам представить утятник размером 4 на 3 метра. Это в каркасе. Построен на основе деревянного каркаса, обшитый снаружи металлом, внутри УСБ. В качестве утеплителя используется минвата, ширина утепления 10 сантиметров. Перед металлом и перед УСБ, внутренней и внешней обшивкой, стоят пленки. Пароизоляция снаружи и ветрозащита снаружи и пароизоляция внутри. Каркасная часть 10 сантиметров, там минвата стоит, плюс еще по 2,5 контррейка. То есть того получается 15 сантиметров без учета обшивки. Толщина утеплителя 10 сантиметров. Держит спокойно, скорее всего, около 20 градусов, то есть она 20 градусов выдержит. Я предполагаю, что без отопления этот утятник будет теплым, то есть в нем не будет замерзать вода. Какая температура, мы это еще посмотрим. У него будет держаться. В качестве фундамента используются фундаментные столбы. Обычные бетонные, залитые столбики. Углубление под фундамент составляет около метра. Там обратная засыпка. Это песок щебнем идет. Где-то сами столбики где-то примерно, максимальная высота 30 сантиметров. А так 25. Вот эти 25, тут вот 30, там уклон идет небольшой. А между столбами, значит, вот по короткой стене 3-метровой, естественно, где-то 1,5 метра по осям, скажем. А здесь 2 метра, то есть вот от угла до середины столба 2 метра. Для каркаса это нормально. Каркас не прогибается, потому что он, во-первых, обшит. Вообще, если он свободно бы стоял, то он тоже не прогибался. Где-то примерно, в моей практике, где-то 3 метра достаточно, чтобы каркас не гнулся. Вот эта средняя часть не гнулась, чтобы углы держались, значит, на укосинах. Вентиляция сделана, приточкой это вытяжка стоит 2-метровая. Она заходит вовнутрь под конек. Мы посмотрим там еще, как сделано. Наверху дефлектор для усиления тяги во время ветра. И защита от осадков боковых и падения. Пассивный дефлектор. Вот мы находимся внутри утятника. Значит, все обшито ОСБ. Внизу обшито металлом. За металлом находится минвата, соответственно. Этот металл можно в любое время снять, открутив вот это саморезы, и посмотреть, провести ревизию минваты. Как там, что там с минватой, насколько она усела, насколько пострадала. Так, входы, трапики, значит, все зашито так, чтобы ветер сквозного не было. Утки здесь уже живут, вот они обжились. Так, по технологии здесь, значит, будем рыхлить, подрыхлять это подстилку и подсыпать. Подсыпать, рыхлить, подсыпать, рыхлить в итоге. Так, вот эта вытяжка как раз трубы, она имеет в диаметре 150 миллиметров. Меньше не советую делать меньше, потому что тяги нет. У этой тяга есть. Тяга есть достаточно, чтобы отсюда воздух забирать. Да, гнезда стоят. Утки недавно еще неслись. По стоимости этот утятник обошелся в 40 тысяч рублей на лето 2020 года. Основная такая финансовая нагрузка — это обшивка, металл, ОСБ. Сам каркас, он меньше кубометра. Сейчас не помню сколько. Меньше кубометра. Взяли куб и построили утятник. Все, двери сделаны самостоятельно в виде ящиков и коробок с утеплением 5 сантиметров на петлях. В общем, ничего сложного. Ничего сложного. Так, вот здесь еще стоит вот такая стяжка. Затяжка можно назвать. Здесь предполагается содержание 2 семей. Вот в этой части и в той. Поэтому 2 входа. Туда и сюда, например. После разделения.
Вообще я хотел бы сказать, что этот утятник, он, естественно, он и под курятник прекрасно подойдут, потому что как-то куры здесь проходили мимо, они, конечно же, увидали этот утятник, зашли в него, сказали, хорошее место, но я им сказал, нет, это для уток, у вас свои есть. Да, но они бы хотели здесь пожить, но нельзя. Уткам с куром нельзя жить. По ветеринарным правилам нельзя жить вместе. Все. Всего хорошего. А если у вас возникнут вопросы, пишите комментарии под видео.